Всем привет! Сегодня приготовим торт Орео по моему авторскому рецепту. Готовится быстро, просто, получается очень вкусно. Я покажу вам, как приготовить крем с печеньем Орео. Очень простой в приготовлении, но очень вкусный и, главное, стабильный, что очень удобно для кондитеров. И также приготовим шоколадный шифоновый бисквит. Соберем вместе с вами тортик. Я покажу вам, что с этим кремом торт можно собирать даже без кольца. И, естественно, вместе с вами посмотрим разрез такого тортика. Начнем с приготовления бисквита. Для приготовления потребуются яйца, мука, сахар, хорошее какао, растительное масло без запаха, молоко, щепотка соли и разрыхлитель. Очень важно брать какао хорошего качества. От этого будет зависеть вкус вашего бисквита. Перед выпеканием заранее подготовлю форму. Я буду выпекать в 2 кольцах для выпечки. Дно устилаю пергаментом, а сверху пищевой пленкой. Очень плотно прижимаем. В миску отправляем яйца, добавляем к ним щепотку соли и начинаем взбивать на средних оборотах миксера. Затем постепенно в несколько приемов добавляем сахар. Массу необходимо взбить так, чтобы она увеличилась в объеме в несколько раз и посветлела. След от венчика должен задерживаться на несколько секунд. Затем добавляем молоко. Я обычно добавляю вот так по стенке миски. Добавляем растительное масло без запаха. И немного перемешаем. Можно это сделать силиконовой лопаткой, но мне удобнее это делать венчиком. Муку необходимо просеять и смешать с разрыхлителем и какао. Напоминаю, что какао нужно использовать хорошего качества. Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты и затем в 2 или 3 приема просеиваем это все в нашу яично-сахарную смесь. И аккуратно вмешиваем либо силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, либо венчиком, круговыми движениями по часовой стрелке. Мне удобнее работать венчиком. Сухие ингредиенты добавляем в несколько этапов. Затем выливаем тесто в кольца. Выпекаем в заранее разогретой духовке при 160 градусах примерно 35-40 минут. Готовые бисквиты должны полностью остыть в форме, затем мы достанем их из кольца. Шифоновый бисквит по этому рецепту получается почти ровным. Вы видите, что верхушка очень ровная. Теперь каждый бисквит оборачиваем в пищевую пленку, и нам необходимо, чтобы он 3-4 часа отстоялся, желательно в холодильнике. Тогда влага по бисквиту распределится равномерно. Затем каждый бисквит нам необходимо разрезать, и в итоге у нас получится 4 коржа. Разрезать можно кондитерской струной, можно ножом-пилкой, либо обычным хлебным ножом. Приготовим крем Орео. Нам потребуются сливки жирностью 33%, сахарная пудра, сливочно-творожный сыр и печенье Орео. Из печенья Орео мы будем использовать только бисквитную вот такую крошку, то есть серединку, белую начинку мы удаляем. Сахарную пудру добавляем к сливочному сыру. Затем вливаем холодные сливки. Сливки обязательно должны быть холодными из холодильника. И начинаем взбивать на средних оборотах миксера. Взбиваем до вот такой консистенции крема. Затем добавляем измельченную крошку от печенья Орео. Я измельчаю до очень мелкого состояния. Измельчать можно блендером, можно с помощью скалки. И с помощью силиконовой лопатки аккуратно вмешиваем. Для удобства в работе мы перекладываем крем в кондитерский мешок.
Диаметр отверстия в кондитерском мешке делайте не меньше 1 сантиметра, так как могут попадаться кусочки печенья. На подложку отсаживаем немного крема, выкладываем первый корж, обязательно пропитываем его холодным молоком и затем отсаживаем крем Орео. Этот крем очень удобен в работе, он очень стабилен, он не течет, именно поэтому этот торт можно собирать без кольца. С помощью шпателя либо палетки разравниваем крем, затем выкладываем следующий корж и снова его пропитываем. Затем снова отсаживаем крем. И таким образом собираем весь наш тортик. Бок тортика также можно немного подравнивать шпателем. Крем получается очень вкусный, очень стабильный, удобный в работе. Обязательно попробуйте приготовить. Итак, мы собрали торт. У нас получилось 4 коржа и 3 прослойки крема. Верхний корж также обязательно пропитываем. Напоминаю, что коржи нужно пропитывать хорошо, для того, чтобы они потом не вытягивали влагу из крема. Остатками этого крема я делаю черновой слой. Затем оборачиваю тортик ацетатной пленкой. Если у вас ее нет, это можно сделать пищевой пленкой. И уже затем одеваю кондитерское кольцо. Сверху накрываю пищевой пленкой. И отправляю в холодильник на 5-6 часов для стабилизации. Тортик я выровняла кремом ганаш. Ссылку на приготовление крема укажу под видео. И сейчас вам покажу разрез этого торта. Высота торта примерно 12-13 сантиметров. Вот такой тортик получается в разрезе. 4 бисквита, 3 прослойки крема. Торт получается умеренно сладким, очень похож по вкусу на печенье Орео, стабильным, не течет, очень удобен при перевозке. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это помогает каналу продвигаться.